Продолжается июнь и продолжаются ваши летние приключения. И у меня советы карт, предсказания карт, обещания карт, предостережения карт для вас на следующую неделю июня. Для этого гадания я выбрала одни из моих любимейших карт. Это колода Таро «Кошачий глаз». Здесь на каждой карте тематическая картинка с котиками. Посмотрите, вот котики валяются в клумбе, вот котик просто красивый. Итак, подумайте о своих планах на следующую неделю. Возможно, вы хотите получать ответы на какие-то конкретные вопросы. Ответы «да» или «нет», вы тоже их можете задавать. По одной карте для каждого знака зодиака я достану и расскажу, что увижу. Итак, что ждет Овна в эту следующую неделю июня пока что еще? Для Овна выпадает серьезная карта. Это карта «Справедливость», старший аркан. Карта «Справедливость» на бытовом уровне обещает вам хлопоты правовые, юридические или подписание, оформление каких-то документов, переживания об этих документах, а может быть счастливые переживания, то есть получение уже готового диплома, свидетельства, паспорта, визы. Карта «Справедливость» советует вам очень внимательно относиться к вот таким рутинным, бумажным, документарным вопросам, внимательно читать тексты договоров, ну и вообще проявлять педантичность в бумагах, расчетах. А на более тонком уровне карта «Справедливость» говорит, что на следующей неделе высшие силы, Вселенная, люди вокруг готовы справедливо поступить по отношению к вам. Но позиция эта, само слово «справедливо», вы знаете, очень зыбкое, очень шаткое. От него всегда отдает оценочным суждением. Что справедливо для вас, то несправедливо для другого. Вам придется взвешивать максимально ответственно, внимательно разбираться, где вы сами справедливы к людям и обстоятельствам. Карта советует очень много раз взвешивать, как правило, и даже здесь, видите, на этой карте присутствуют весы. Взвешивайте слова, тем более взвешивайте поступки. Не только свои. Карта просит исключить из своей жизни импульсивные реакции. То есть не нужно слишком быстро торопиться отвечать обидчику на какое-то несправедливое замечание. Вы должны быть предельно рассудительны, предельно собраны. И обязательно вы должны подчиняться правилам, законам, трудовому распорядку, инструкциям, потому что карта «Справедливость» — это сам закон во всех его деталях, во всех его мелочах, воплощенный закон. Возможны большие, крупные сделки. Сделки же сопровождаются документами, подписанием документов. Для Тельца, надеюсь, что эта карта не для Тельца выпадала сейчас. Для Тельца следующая неделя обернется чем. Тельцу. Двойка кубков. Карта любовь, карта про любовь, карта о любви, как хотите. Двойка кубков обозначает пару. Тельцы, дорогие, обратите внимание на пару, на какого-то человека, который может составить вам пару в бизнесе, в творчестве, в работе, ну и, конечно же, в любви. Двойка кубков обещает очень добрые, счастливые отношения, любовные, романтические. Она обещает и новые знакомства, возможность встретить очень подходящего человека. Давайте рассматривать картинки. Художник ведь старался. Почему, как вы думаете, на этой иллюстрации два котенка совершенно идентичны, одинаковые? В этом смысл карты. Если вы на следующей неделе заведете отношения, пойдете на первое свидание,
влюбитесь, то вы влюбитесь в очень-очень подходящего человека, в такого, как вы сами. Он будет вашим зеркальным отражением, буквально вашей второй половинкой. Карта эта легкая, довольно праздничная. Она советует вам в любых контактах, как это ни странно, может быть, прозвучит здесь после слова «любовь», искать выгоду. Если будете искать, то вы ее обязательно найдете. И оценивайте, чем вы можете окружающим быть полезными, чем вы можете помогать. В целом же карта, да, называется пара. Если в вашей жизни есть какие-то сейчас сложные, непреодолимые препятствия, неразрешимые вопросы, вам достаточно найти человека, которому ваше счастье будет так же дорого, как вам. Карта может обещать помощь, хоть и не бескорыстную. Далее близнецы. Что ждет близнецов на следующей неделе? Посмотрите, как-то мы начинаем все с любви. Вторая карта, которая тоже называется пара. Как так может быть? Это уже старший аркан, карта влюбленные. И здесь тоже художник постарался, изобразил котика и кошку одной масти. И это тоже подчеркивает схожесть характеров, схожесть бытовых привычек и одинаковые взгляды на жизнь. Карта влюбленные обещает вам приход в жизнь большой любви, обещает вам возможность судьбоносного, важного, как минимум, интересного знакомства. Не пропустите. На этой карте всегда пара, всегда кого-то двое. Здесь котики, чаще бывают люди. Карта говорит почти то же самое, что и предыдущее, но с большим напором, с большим нажимом. Близнецам тоже нужно обращать внимание на людей. Где-то рядом помощь, понимание, поддержка, сочувствие, партнерство, возможно, и деловое тоже. И очень хорошо, если вы объедините в это время с кем-то усилия вдвоем, явно у вас больше и лучше все получится. И эта карта часто обещает примирение между двумя людьми, которые наконец-то понимают, что их чувства и взаимная любовь важнее каких-то мимолетных взаимных претензий. Что советует карта влюбленные близнецам? Обращать внимание на любовь. Проживите любовью или с любовью эту неделю. Постарайтесь никого не обидеть, постарайтесь никого не пропустить, опять же, из полезных, нужных людей. Постарайтесь кому-то открыться, не выбирать одиночество, когда это не необходимо. Далее для рака гадание. Рак получает у нас тройку жезлов. Это веселая, оптимистичная карта, и буквально эта карта обозначает начало нового этапа, начало новой стройки в любом вашем жизненно важном деле. Это начало новых отношений в любви, перезагрузка. Не начало, а именно перезагрузка, перезапуск. Перезапуск какого-то вашего профессионального проекта. В конце концов, это может быть и перезагрузка ремонта, который вы прежде по занятости отложили, а теперь снова за него активно взялись. Тройка жезлов говорит, о чем бы ни был ваш вопрос, что вы уже состоялись, вы уже во многом победили и очень многого добились. А впереди, перед вами, неограниченные, счастливые горизонты. Призвание, высший смысл, назначение этой карты абсолютно лишить вас каких бы то ни было сомнений на заданную тему. То есть, если вы спрашиваете, нужно ли мне оставаться на моей работе, будет ли у меня там успех, карта говорит, да,
Успех уже есть, а впереди новые горы золотые. Если вы спрашиваете, нужно ли мне поддерживать любовную историю с кем-то, эта же тройка говорит вам, безусловно, между вами уже очень много, а впереди будет все только лучше. И девиз, который провозглашает карта: не останавливайся. Представьте, на следующей неделе раку важно не остановиться в чем-то. Подумайте, я думаю, что вы про себя уже догадались, о чем идет речь, в чем именно вас карты просят не остановиться. Далее лев. Для льва выпадает та самая великая, ужасная шестерка мечей. Обещает она перемены. Котик не случайно здесь сидит в переноске. Он куда-то едет, путешествует, но совсем, а может быть только лишь ненадолго и скоро вернется. Шестерка мечей для львов обозначает здесь перемены, которые мешают планам, которые отменяют ваши планы. Поэтому перемены внезапные, отчасти вынужденные, которые могут сопровождаться таким же, вот как у него, перемещением географическим. Это вынужденный переезд, вынужденная поездка, вынужденная смена работы, вынужденная смена, перемены в каких-то отношениях, в каких-то коммуникациях. Многие карты в колоде Таро описывают перемены, но именно шестерка мечей говорит, что перемены эти будут совсем не такими, как вы хотите. Она перечеркивает, она отменяет все ваши планы. И тем не менее, здесь есть некая неизбежность, некая предрешенность. Это перемены, которых нельзя избежать. Шестерка мечей рекомендует вам подчиниться року, поверить в то, что не делается все к лучшему, что судьба лучше знает, где ваше место, куда вас переместить, что прекратить в вашей жизни, а что начать заново. Ни в коем случае карта не приветствует, знаете, обреченность какую-то вашу. Приветствует скорее философский взгляд на жизнь, на мир. Дорога дальняя. Путешествие за море. По-старому карта так называется. Для Девы. Следующая карта для Девы. Снова мечи. О, королева мечей. Какая красивая, но недобрая кошечка здесь. И действительно, королева мечей – это та самая злодейка, пиковая дама, женщина или женский коллектив, средоточие женских энергий, которые вам в чем-то мешают. Королева мечей может обозначать конкретную женщину, которая вам не дает карьерно расти или просто грубо вмешивается в ваши дела семейные, личные, родственные. Встреча со злодейкой ждет Деву. Какие могут быть рекомендации в этом случае? Естественно, во-первых, вы предупреждены, а значит готовы. Это значит, что чужое некрасивое поведение или чужую зависть, чужое зло вам будет легче перенести. Настройтесь на лучшее, мы обычно говорим, а здесь настройтесь на худшее. Как минимум контакт с одним человеком на следующей неделе будет эмоционально тяжелым для вас. Королева мечей редко оборачивается открытым противостоянием, открытым конфликтом. Нет, здесь скорее тяжелые, дурные, негативные и даже пассивно-агрессивные эмоции очень умалчиваются. И это ведь даже опаснее, потому что, как известно, враг, который не говорит, что он враг, самый опасный. Поэтому будьте готовы к тому, что кто-то вас почему-то не полюбит. Для весов тоже одна карта.
Итак, весам. Наши карты, наши котики обещают восьмерку жезлов. А восьмерка жезлов карта на самом деле очень хорошая, хотя здесь просто на этой иллюстрации сопровождается вот такой драматической картинкой. Я понимаю, что художник хотел сказать. Восьмерка жезлов буквально обозначает внезапное, заметное и очень сильное везение. Вот этому котеночку повезло, потому что его, этот котик, кошка, наверное, мама, вытащила и спасла. Вы спасетесь. Какой-то шанс на спасение. Из сложной или просто двойственной ситуации вам удастся оказаться в нужное время в нужном месте. Вам удастся познакомиться с подходящим, однозначно каким-то хорошим человеком. Вам в конце концов удастся какой-то сложный экзамен сдать, при том, что вы не слишком-то к нему готовы. Удача, везение, счастливое стечение обстоятельств для вас, скорость, быстрые события, на которые иногда сложно своевременно реагировать. Совет восьмерки жезлов такой: раз уж вы попадаете в полосу везения, торопитесь это самое везение брать. Восьмерка жезлов приветствует активных людей. Она говорит, что высшие силы вам с удовольствием помогут, но только в случае, если начнете вы сами. Эта карта отправляет вас в самые разные дороги, говорит вам: будьте смелыми, будьте изобретательными. С таким напутствием, с таким счастливым билетом можно взяться за давно отложенное дело, которое кажется неподъемным или сложным. Вы счастливчик. Делайте, что хотите. Для Скорпиона мы вытащим... Что мы вытащим? Ага. Шестерка кубков. Добрая, невинная, трогательная шестерка кубков. Котики и клумба. Это ваша следующая неделя. Котики и клумба. Шестерка кубков обозначает дружбу, любовь, хорошие отношения в любом коллективе, неважно в какой численности. Эта карта говорит, что кто-то соскучится по вам, и вы будете скучать по кому-то. И, возможно, вас ждет трогательная вот такая вот нежная встреча после разлуки. Да, это карта свиданий, хотя здесь более речь идет не про страсть, не про страстные встречи, а про свидание с родственниками или добрыми, любимыми друзьями. Шестерка кубков обещает вам время комфорта, покоя и успокоения. Куда бы вы ни пришли, кто бы ни оказался рядом, вы будете себя ощущать как дома в мягкой, теплой постельке. Никто вас не обидит, никто вас не захочет критиковать и в чем-то обвинять, поэтому очень часто карта обещает примирение, возможность всех простить и получить прощение у всех. И также может обозначать поездку в место, где вы уже были и где вам сильно-сильно понравилось. Иногда это поездка в отчий дом. Для Скорпиона. Далее, конечно же, у нас все по порядку. Далее у нас стрельцы, герои расклада. Стрельцам достается карта Отшельник. Вот такой вот загадочный кот-привидение, черный кот, похожий на привидение, с дорогостоящим ошейником. Ага, выпадает здесь. Карта Отшельник. Это старший аркан. Карта всегда несет какой-то глубокий, абстрактный, отличный от обычного смысл.
Ну, в прикладном значении, то есть в самом бытовом, отшельник – это дорога, это уход откуда-то, именно откуда-то. Причем уход очень плановый, осмысленный, и уход, который нельзя отменить, потому что вы так решили, и уход, который, возможно, многие люди не понимают. Именно с картой «Отшельник» вы отправляетесь в дорогу или дорогу в один конец, куда-то переезжаете. Именно с картой «Отшельник» вы оставляете работу, профессию и выбираете что-то принципиально другое. Возможен переезд, то есть здесь вы оставляете дом. Но в основном эта карта обозначает не события и не происшествия реального мира. Она говорит о мыслях. Она говорит, что стрельцу придется много думать, много рассуждать, принимать какие-то внутренние, неудобные и очень-очень серьезные, может быть, спорные, двойственные решения. Это время размышлений для вас. Это время, когда что-то меняется, и вам нужно согласиться с переменами, вам нужно с кем-то расстаться или буквально кого-то исключить в своей жизни. Вам нужно покинуть какой-то коллектив, раздружиться с людьми, которые долгое время вас окружали. Это может быть и трудовой коллектив. И вот в такой позиции ухода, покидания мы застаем вас на следующей неделе. Совет карты для вас все тот же. Думать, очень прислушиваться к себе. Отшельник – это человек, который очень-очень хорошо понимает себя изнутри, человек, который слушает свою интуицию. Карта советует вам, дорогие стрельцы, противостоять, например, мнению толпы, коллективному разуму. Советует вам отличаться от других, выражать свое мнение, волю, как-то, знаете, иначе голосовать. Если все нажимают условную кнопочку «за», то вы нажимаете эту кнопочку «против». Эта карта взывает к вашей совести, говорит, что очень неоднозначные решения придется принимать вот именно с точки зрения каких-то морально-этических принципов. Но вы знаете, что делать. Далее Козерог. Для Козерога мы вытащим карту Луна. Здесь был черный котик, здесь белый. Карта Луна тоже старший аркан. Все старшие арканы наполнены глубоким, философским, очень-очень небытовым смыслом. Поэтому на бытовом уровне карта Луна обозначает тайны, необходимость для вас что-то скрывать, или это чужая тайна, в которую вас пока не посвящают. Но иллюстрация довольно пугающая здесь, поэтому, как правило, по карте Луна проходят действительно неприятные тайны. Не опасные, но такие, которых лучше бы не было. Это информация, которую лучше бы вы получили вовремя. Возможен прямой обман. Но если вы его допустите, если случится это, то обман этот будет большим, крупным, масштабным. А на более тонком уровне карта Луна обозначает для Козерога активную внутреннюю работу, активную жизнь подсознания. Это ваши сны и мечты, это ваша какая-то неосознанная личностная реализация. Нечто пугающее здесь есть. Это догадки о себе. Догадки или, опять же, какие-то тайны, которые вы раскрываете сами для себя. Карта очень статичная. То есть вокруг вас, объективно в реальном мире, может вообще ничего не происходить. Эта неделя для того, чтобы пожить
не снаружи, а внутри себя. Следующая карта для Водолея. Снова старший аркан, карта Маг вам выпадает. Маг — это кто? Ну, это всемогущий человек, некто, обладающий магическими способностями или, как минимум, большими возможностями в нашей реальной жизни. Карта Маг буквально сообщает Водолеям, что они будут волшебниками в собственной жизни. Вы сами себя сможете выручить и спасти из любой ситуации. Карта эта не такая простая, как кажется, она ответственная. Карта Маг вручает в руки Водолея некую волшебную палочку, некий магический жезл, с помощью которого вы совершаете подвиги, достигаете успехов в карьере и в любви, но также вы помогаете и другим. Вам предстоит находиться в каком-то абсолютном авторитете. Вы сможете больше, чем другие. Некая волшебная сила оказывается в вашей голове и в ваших руках. Карта Маг очень торопит, она про время. Она просит Водолеев не упускать шансы, возможности, проявлять максимальную активность, быть уверенными в себе, быть эгоистичными и напористыми, возможно, даже. Будут такие ситуации, где это простительно и даже необходимо. Вы должны всех опередить, вы должны намеренно, без ложной скромности выставлять себя в авангарде, тем самым паровозом. И будет вам счастье. Впрочем, у мага очень много возможностей осчастливить и других. Посмотрите, всегда вокруг нас много таких персонажей, которым вы можете что-то дать, или от чего-то спасти, или в чем-то помочь. Маг — это помощник, маг — это спаситель, это супермен. Водолеев карты назначают на роль супермена. И теперь рыбы. Пожалуйста, посмотрим. Для рыб выпадает карта. Ой, и снова старший аркан. Посмотрите, вот конец или верх зодиака у нас весь из старших арканов. Карта Дьявол достается рыбам. Какая выразительная здесь картинка. Что за дьявол одолевает этого котика? Это бес чревоугодия или гортанобесие. Карта Дьявол обещает много-много всего. Карта считается хорошей для простых человеческих ожиданий и дел. Она обозначает деньги. У вас может быть отличный доход в это время. Причем неожиданно большие деньги, искушающие большие деньги. Карта советует на крупные какие-то денежные авантюры соглашаться, но все-таки оглядываясь и не пренебрегая нормами морали и законом. Для многих карта Дьявол обещает любовь, любовную историю. Это оборотная сторона карты влюбленные. В классических колодах их рисуют не случайно очень похожими. Структура там одна и смысл один. Карта Дьявол также обещает вам возможность встретить настоящую страсть, в кого-то сильно влюбиться, встретить сильно подходящего человека. Однако с той лишь оговоркой, что эта страсть может оказаться болезненной или губительной для вас или для второго человека. Эта страсть может оказаться более не любовью, а привязанностью или желанием заполнить пустоту, например, как это называют.
Отношения с людьми с этой картой могут складываться очень по-разному и подчас странно. Дьявол – это и некий искуситель, искушающий герой. И неважно, куда он вас зовет и что обещает, с ним все равно нужно быть осторожными, чтобы куда-то далеко не зайти. Совет карты очень понятно созвучный ее названию. Бойтесь соблазнов, бойтесь искушений, оценивайте каждый шаг и каждое слово с моральной точки зрения, не слишком доверяйте окружающим, все пропускайте через мелкое сито логики и здравого смысла. Итак, следующую неделю мы увидели и рассмотрели. Интересны мои выводы. Вот что я заметила? Я заметила, что нам практически не выпали крупные денежные карты. Есть хорошие карты, и они могут в себя включать доходы, приход различных выгод. Но откровенно денежных карт здесь нету. Как и нет откровенно ссорных карт. Мы не видим каких-то непроходимых, неразрешимых конфликтов. Неделя это достаточно мирная, но кажется довольно безденежная. Зато богатая на партнерство, на разговоры и на обмен эмоциями. Ну что ж, дорогие зрители, я желаю вам удачной и легкой недели. Увидимся!